Приветствую вас, друзья! Сегодня мы будем Приветствую вас, друзья! Сегодня мы будем устанавливать вот такую охлаждаечку. Это водяночка. Почему мы ее собираемся устанавливать? Потому что я столкнулся с непредвиденными сложностями, а именно у меня перегревался процессор. Доходил до 97 градусов, и компьютер, конечно же, выключался. Вот. Но так как стояло у меня всего лишь стандартное охлаждение, то есть был куплен при сборке компьютера стандартный процессор с его стандартным охлаждением, что, соответственно, не хватало. Камушек у нас AMD, и мы знаем, что AMD-шные процессоры, они чуть выше температурный режим работы, чем у интеловских. Вот. Для предотвращения этих проблем решил установить охлаждаечку. Сортировал, выбирая между охлаждением водяным и охлаждением воздушным, и топовые кулеры воздушного охлаждения тоже бывают, оказывается, до 100 евро и выше. Вот этот вот экземпляр нам обошелся всего лишь где-то в районе 65-70 евро. Думаю, неплохая. Моделька, она с подсветочкой, корпус у меня теперь прозрачный, с подсветочкой RGB. Эта конструкция нам тоже дает ARGB, а именно трехпиновое соединение с материнской платой, и будет, я думаю, красиво получится. Вот, давайте посмотрим на комплектацию. Тут нам заявляют, что вес этого устройства почти 2 килограмма, а именно кило 765 грамм. Вот, подходит такая охлаждаечка на процессоры AMD и Intel, то есть такая а-ля универсальная. 6 лет гарантии, 6 лет гарантии, ребят. Еще в комплекте говорят, что есть есть охлаждающая паста, термопаста. Еще в комплекте говорят, есть термопаста. Вот. Такой, конечно, я не произнесу. Liquid Freezer 3 280. 280 это цифра, наверное, размера радиатора. Нет, я вас обманываю. Не знаю, почему 280, но мы это узнаем попозже. Давайте проведем вскрытие. Вот, что мы, значит, тут видим. Есть у нас, это, видимо, давайте вот так вытащу все. Это ставится на помпу охлаждения, собственно говоря. Вот у нас здесь я вытащу полиэтилен. Я забыл, все шелестит. Вот здесь у нас охлаждение помпы. Вот тут у нас сам крепежный элемент к процессору. Вот, собственно говоря, идет тот самый трехпиновый штекер для охлаждения. А вот у нас сам радиатор. Сейчас я, чтобы не шелестеть, вот это мы в сторону, это мы в сторону, это мы в сторону. Наверное, так нельзя тянуть, но тем не менее мы так делаем. Вот, смотрите-ка. Вот так я ее покладу. Комплектация у нас также есть какие-то там болтики, крепежные элементы. Да, значит, смотрите. Есть рамки для крепления к материнской плате вот этой штуки. Есть у нас также штекера для подключения к управлению, фановские проводочки для подключения всего этого благоустройства. Есть много наборов. Тут, кстати, смотрите, как удобно. Вот здесь прям написано AMD. То есть вот эти болтики мы будем использовать для подключения к материнской плате крепежа вот этих именно рамок. Потом на эти рамки будет насаживаться вот эта вот площадка
термообмена. А есть также в комплекте стандартный ужасный ключик ужасного качества, я больше чем уверен. Та самая паста MX6, а именно 0,5 грамма. И что у нас тут? Сейчас посмотрим. Да, тут у нас эта штучка нам не пригодится, но я вам покажу. Это для сокета LG 1651, а это для интеловского процессора. Но у нас AMD-шный, поэтому мы его использовать не будем. Вот такая красивая штучка будет стоять у нас на процессоре. Здесь вот мы обратим внимание, есть вентилятор, который охлаждает саму непосредственно помпу. А именно она, по-моему, где-то должна быть, ну где-то вот в этом узле есть помпа, которая гоняет жидкость в радиатор и обратно. Довольно-таки увесистая моделька, она булькает. Для меня установка водяного охлаждения происходит впервые. Мы будем устанавливать две таких охлаждаечки, потому что у нас есть два системных блока. Смотрим, у нас также есть два вентилятора с RGB подсветкой. Вот здесь все подключено уже, я вижу, есть монтаж. Но я думаю, при монтаже у нас возникнут небольшие трудности, поэтому, скорее всего, мы вот эти вентиляторы переставим. В инструкции к данной охлаждаечке есть множество вариантов крепления ее к корпусу. Вентиляторы могут как всасывать, так и нагонять воздух на радиатор. То есть брать его сзади, спереди, проталкивать из корпуса, проталкивать в корпус, поэтому будем смотреть по обстановке. Но я думаю, что, скорее всего, нам их придется переставить. Вот, что, продолжим? Нет, сейчас, я, по-моему, что-то упускаю. Да, наверное, ничего я не упускаю. Сейчас мы принесем системник. Для вас это не займет буквально мгновение, а для нас чуть-чуть надо расставиться. Так что подписывайтесь, пока пишите свои комментарии, связывались ли вы с водяным охлаждением, или у вас только воздушное бывало. Вот такой опыт у нас сегодня будет. Что ж, друзья, мы тут провели небольшой монтаж за кадром. Значит, первое, что необходимо было сделать, это перевернуть вентиляторы, потому что мы его будем ставить сейчас вот сюда, и кулера, которые вот здесь вот уже установлены, системные, они будут вдувать воздух на кулер, на радиатор сюда. И эти вентиляторы изначально заводом установлены были в противоположную сторону, то есть была воздушная яма. Мы уже поменяли местами эти вентиляторы в другую сторону, чтобы они дули, чтобы они все вдували в системник уже горячий воздух от радиатора. Но это шутка. На самом деле тут чуть-чуть не так, потому что один из них стоит ниже, другой выше, и тут все нормально. Вот. Подготовили мы охлаждаечку, собственно говоря, и уже подготовили корпус. Демонтировали отсюда крепление для жестких дисков, освободили место, сняли вентилятор системного блока, который вдували воздух. Вот. Сейчас мы приступим к монтажу самого непосредственно радиатора. Но также прежде всего мы еще открутили радиатор. И что мы можем тут наблюдать, кстати? На самом деле термопаста деградировала. Она подсохла и вот просто крошится. Возможно, одна из причин того, что идет сверхнагревание процессора, это из-за деградации термопасты.
Вот здесь вот в кулере можно, на площадке процессора можно тот же самый эффект наблюдать, что паста просто вот засохла, она не мажется, она вот просто вот ничего. Так что одна из причин нагрева вашего системника после долгой эксплуатации также стоит поменять термопасту. Но у нас есть запросы чуть больше, чем офисные программы и скроллинг интернета, поэтому все-таки водяное охлаждение имеет для нас преимущество. Вот. Предлагаю приступить к непосредственному монтажу. Очень много нюансов, очень много. Я прям просто, когда купил такую, увидел эту конструкцию и такой, хватит ли мне места. Вот, поэтому была выбрана передняя стеночка. Что ж, у нас тут уже все подготовлено. Сейчас мы положим пациента, мне еще понадобится мне тут еще немного салфеточки. Вот, кстати, грубо говоря, этот кулер шел в комплекте с процессором. Довольно-таки большая вещь. Видим медные трубочки теплообменные, которые проходят в алюминиевый корпус кулера. Но, тем не менее, его не хватало. Ну и также деградация термопасты произошла уже. Паста, то есть, высохла. Непосредственно сейчас мы вытащим сам процессор, почистим его, загнем все ножки. Вот, собственно говоря, наш камушек AMD. Некоторые, я замечал, блогеры, занимающиеся сборкой компьютеров, прям нафигачивают очень много термопасты, и потом, ну вот в данном случае сборка была сделана мною, и термопасты прям вот, ну не так уж на самом деле много вылезла, но она бывает вылазит на материнку, и тут все пачкает. Ну, мы видим края процессора относительно чистые. Сейчас мы счистим всю старую пасту. Есть у меня тут специальные приспособления для разборки телефонов, но они также пригодятся мне сейчас при очистке процессора. Вот так просто соскребаем лопаточкой с краев со всех. Пластиковую. Не вздумайте это делать отверткой. Можете куда-нибудь ткнуть случайно, и будет больно потом. Под водой его тоже не надо мыть. Да. Чпуньк, 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 и все. Вот, отличная лопатка. Сейчас мы его чуть-чуть протрем. Вот, можно сказать, чистейший процессор. Что у нас тут? Ryzen 7 3800. Ryzen 3 7800, ни хрена у тебя процессор. Помощнее, чем мой. Помощнее. У меня 3605. Вот такой камушек у нас сейчас. Вы можете лицезреть Ryzen 7 3800X. Тоже 19 года, кстати. 19 года камушек. Но ножки целые. Процессор мы уже очистили от термопасты. Сейчас мы его поставим на место. Где тут этот уголочек? Не видно. Блин. Все, ножки вошли. Сейчас защелкнем. Чпуньк. Защелк произошел. Процессор держится. Это пациента мы можем убрать в сторону. Процессор мы установили. Сейчас мы поставим вот эти вот планочки, которые будут, на которые будет крепиться вот эта штуковина. Для этого нам надо опять поднять нашего пациента.
Вот с этой стороны, держа вот эти вот площадочку, нам надо будет открутить вот эти вот две заводские хреновины. Заменить их вот этими железочками. Так что сейчас тут быстрый монтаж произойдет. Сейчас произойдет быстренький монтаж этих пластмассочек стандартного кулера. Ох, помучаемся, потому что на самом деле этот монтаж не очень простой. Тут прям вот тяжело держать все это в одном месте. И лежа не положить, и стоя неудобно. В общем, как-то так сейчас будем мучиться немного. Мы установили площадочку. Это мы тоже сюда. Сейчас я вам покажу. Вот на эту площадочку вот эти две планочки мы сейчас установили, прикрутили. Довольно-таки непростая задача была, но мы с ней справились. А вот на эту плашечку мы будем закручивать вот эту штучку, но прежде мы должны, наверное, установить сам радиатор. Итак, друзья, у нас еще есть парочку моментов, которые надо урегулировать. У нас есть два в комплекте провода, которые запитывают вот эту помпу. Сюда надо решить, какой штекер вставлять. Есть заводом предусмотренный на 3 разветвления, то есть который запитывает насос, вентилятор и, по-моему, ВРМ. Ну, короче, ВРМ. А есть один, который просто запитывает ЦПУ-фан. От ЦПУ-фан запитывается. Мы будем использовать простой вариант ЦПУ-фан. Этот провод нам надо установить заранее, потому что потом вот эта штучка будет вот так вот чпок, приклеивать, примагничиваться и работать. О! Вот эта штучка будет примагничиваться и работать отдельно, но если мы сейчас не установим вот этот штекер, то будут проблемки с установкой помпы в дальнейшем. Поэтому мы сейчас подключаем. Подтягиваем проводочки, чтобы ничего нам тут не мешалось. Проверяем, как будет подсоединяться помпа. Все идеально, здесь нам ничего не мешает. Если это подключать потом уже по установке, мы не сможем просунуть провод, потому что будет мешаться крепление процессора. А сейчас мы уже этот момент предотвратили. Так что все идеально. Сначала мы установим помпу, радиатор, а потом будем плясать дальше. Что ж, ребяточки, вот мы и установили радиатор. Я думаю, самая наисложнейшая процедура была уже проведена, потому что он довольно-таки тяжелый для монтажа. Мы уместили его здесь. Все проходит, все работает, наверное. Вот. Сейчас мы приступим к установочке самого непосредственно самой помпы. Слушай, правда, намного проще произошла установка. Я думаю, вот камеру эту можно переставить и подснять как-нибудь. Вот так. Да. Не забываем снять защитные пленочки.
пока приклеим назад. Достанем эту волшебную термопасту. Намажем процессор. Не так много, но и не так мало. Вот, намазюкал я тут процессор. Наверное, многовато. Но смазки много не бывает. Ой, это же не смазка, термопаста. Надо чуть-чуть не подснять кое-где. Переборщил. О, вот так лучше будет. Думаю, будет нормально. Сейчас вот на эти два волшебных болтика не забываем отклеивать пленочку. Варинг. Загибаем. Загибуемое. Здесь, конечно, с трубочками этими немножко прям это... Я бы не сказал, что сложновато, но немножко тяжело, думаю, их натягивать. Еще тоже, конечно, очень удивительно при монтаже этой помпы на процессор нету защелок, то есть ты просто прикручиваешь. Думаю, что прикручиваешь, а на самом деле не прикручивается. Что-то я куда-то крутил и не накрутил. Вот так точно. Вот. Немножко странным я нахожу крепление этой помпы, потому что на сокете AM4 процессор немножко выпирает. Вот здесь вот видно это. Что ж, друзья, не прошло и получаса, как мы собрали. Установили охлаждаечку, радиатор установили на переднюю стеночку, все вентиляторы поменены стороной в правильную сторону, то есть воздух входит сюда, эти вентиляторы с передней стеночки втягивают воздух в радиатор, с этой стороны они высасывают воздух из радиатора в системник, дальше тут уже пошла система работы, циркуляции воздуха. Вот. Собственно говоря, помпу мы установили, вот это все стоит, подключили, все должно работать. Но мы это узнаем чуть попозже. Сейчас я установлю переднюю стеночку, переднюю панельчку. Вот так вот защелкнули, все стоит ровненько. Что, друзья, тестанем. Сейчас мы вот здесь кнопочку питания включим. Вот эту кнопочку нажимаем. Все работает. Подсветочка работает. Трубки работают. Чувствую вибрацию, как вода идет, гудит, шумит. Так что все. Система полностью функционирует. За исключением. Нет, без исключений. Просто кнопочку нажал и все запустилось. Это же великолепно. Странно, вентиляторы почему-то они то крутятся, то не крутятся. Мне прямо это смущает немного. Но может они не должны там по определенному моменту крутиться. Чуть-чуть я поспешил с передней крышкой. О, все крутится, все работает. Вот они закрутились, понял. Ну, тогда все прекрасно. Нажав кнопочку Reset, все вентиляторы крутятся. То есть система вне нагрузки, она отключает переднюю панельку. Ну, у нас тут дует вот этим. Так что замечательно. Система работает. Сережа молодец. Прекрасно. Я доволен. Я доволен, что все работает.
Клиент готов. Потяжелел на 2 килограмма. Что ж, друзья, я думаю, это было одним из самых бюджетных и малозатратных решений, потому что на сокете AM4, покупая новый процессор, вы получаете, ну, чуть-чуть, может, большую производительность, но вы тратите гораздо большие деньги. А в данном моменте мы остановились на максимальном охлаждении процессора, то есть его можно даже чуть-чуть подразогнать через BIOS там, или другие программы, выиграть тем самым чуть больше производительность, оставаясь в меньшем бюджете. Вот. Я думаю, на этом можно заканчивать данное видео. Подписывайтесь обязательно, ставьте лайки и пишите свои комментарии, что вы думаете на этот счет. До скорых встреч!